Друзья, Ugreen CM266 это USB хаб с поддержкой LAN RJ45 в 1000 мегабит, который пришел на смену уже устаревшим нашим Ugreen и который совместим со Smart TV боксами, с компьютерами и с огромным количеством устройств. На канале Технозон. Поехали. Традиционно начинаем с AliExpress. Стоит он на момент обзора $20 52 цента. И, в принципе, это очень достаточно неплохая цена. Здесь, конечно же, показано на картинке, что у нас есть. USB 3.0, USB 3.0 micro-USB. Мы обязательно сейчас его распаковочку сделаем. Я думаю, что нам стоит его посмотреть вблизи. Очень много здесь различных рекламных проспектов. И ссылочку мы разместили в описании под видео, чтобы вы могли более детально ознакомиться. И, конечно же, понимали, где покупали мы и где мы его 100% получали без каких-либо проблем. Но вернемся к самому Ugreen. Для чего же нужна такая штукенция? Ну, нужна она, например, для Xiaomi Mi Box. Есть такая шикарная приставка, вот она, которая не имеет LAN RJ45. Также с такой проблемой сталкиваются такие приставки, как X96S и ряд других приставок. Эта штука достаточно универсальна. Если она работает на Xiaomi Mi Box, то она работает практически со всеми ТВ-боксами. Мы проверим обязательно на Югусе и проверим на Xiaomi Mi Box. Также она способна увеличить скорость вашего LAN, например, на Mikulka M сериях. То есть есть прекрасные ТВ-боксы, сертифицированные Android TV, Mikulka M1, KM9 Pro, KM3 и... Да, KM1, KM9 Pro и KM3. И все они тоже прекрасно работают с этим адаптером Ugreen. Но говорю сразу, дело в том, что 1000 мегабит вы получите только при использовании ее на USB 3 вашего компьютера. И в принципе мы вам это покажем. Но на ТВ-боксах вы не получите больше, чем 325-350 мегабит. Почему? Потому что у ТВ-боксов есть свое какое-то внутреннее ограничение. И, к сожалению, я не видел, чтобы такая штука выдавала честный гигабит. Поэтому, ну, конечно же, Югусу это вообще нафиг не надо. У него 1000 мегабитный LAN, а вот тем приставкам, которые не имеют LAN, это очень отличный выход для подключения LAN RJ45, высокоскоростного LAN RJ45 или расширения вашего 100 мегабитного LAN в ТВ-боксе на более быстрый, на 300 мегабит, на over 300 мегабит. Короче, ребят, подписываемся, нажимаем колокольчик. Штука достаточно крутая. Ссылочка в описании под видео. Ну а мы с вами переходим и распаковываем и тестируем. Ну что, вот такой вот адаптер Ugreen. Ugreen. Давайте вскрываем. Такая достаточно плоская коробка. Все-таки это, знаете, такое логичное продолжение того адаптера, который мы с вами рассматривали. Все они USB 3.0, несмотря на то, что они черные, ну это все мелочи. Есть у нас еще дополнительное питание на 5 вольт и LAN RJ45. Сверху концевик у нас прикрыт вот такой вот штукой. В принципе, удобно. Давайте уже его, наверное, подключать и разбираться, что же он у нас выдает. Если сравнить его со старым адаптером Ugreen, который мы обозревали, то, конечно, разница разительная, хотя не думаю, что они слишком отличаются по функциональности. Здесь у нас модель 20265, которая у нас работает на всех моментах, и здесь модель отмечена как CM266. Вот так вот она выглядит. Все, ребят, переходим, подключаем. Традиционно тестирование начинаем на компьютере, потому что эта приблуда, она абсолютно универсальна. Мы с вами уже подключили сюда сетевой кабель, как мы видим, вот у нас есть подключение, сеть сработала на Windows платформе. В Magic iPerf мы получим максимальное значение, которое нам выдает на внешний мир. И видим сейчас с вами 120 потоков, пошло 876, 908, 903, 909, то есть она через USB 3 выдает, эта приблуда, чистый гигабит. Ну, то есть, если бы мой интернет сейчас позволил мне выдать 1000, то он выдал бы 1000. Сейчас он дает 899 на 894. Это 900 мегабит. То есть, ограничения USB 3 порта здесь нет. Он 914 было. Все супер. С этим у нас все супер. С LAN RJ45. Мы подключили SSD диск и тест скорости чтения у нас показало 404 мегабайт в секунду. Не мегабит, не путайте. И в этом плане у нас тоже здесь вопросов нет. То есть у него нет ограничения никакого по чтению. То есть 404 мегабайта в секунду это 3232 Mbps. И вот вы сможете копировать все, что хотите. Теперь мы должны с вами перейти на Xiaomi Mi Box и должны потестировать это на Smart TV Box. Если он совместим с Xiaomi Mi Box, то будет совместим практически со всем.
Мы видим, что у нас устройство подключено, сеть это увидела, то есть золотой стандарт Xiaomi Mi Box увидел данный адаптер. Конечно же, мы попробуем это все дело на Xiaomi Mi Box протестировать именно в тест скорости сети. Но то, что это у нас заработало, это уже факт. Давайте попробуем. Конечно, здесь ограничение USB 2.0, здесь все не так просто. То есть вы не получите здесь полный гигабит, но что-то да получим. Сейчас пробуем. Через USB 2.0 подключение у нас мы получаем 270-285 мегабит. 280. Короче, стабильных 276 мегабит, даже 279, это прекраснейший результат для Xiaomi Mi Box. Это на загрузочку, на отдачу 137 мегабит. Ну, здесь у нас именно влияет то, что здесь USB 2.0. Также мы должны с вами на Xiaomi Mi Box проверить работу с жестким диском, как оно его видит. Хотя я подозреваю, что может просто-напросто не хватить по питанию от USB 2.0. Да, жесткий диск наш увидел, это даже не жесткий диск, это SSD диск, USB накопитель то Exter. Смотрим, попробуем с него проиграть какой-нибудь жестко огромный фильм. В виде Gemini Man 4K 60 FPS в 69 гигабайт. Попробуем это все через Vimeo Media Player. Начать сначала. Все пошло без тормозов. То есть данная приблуда отлично годится для расширения ваших USB 3 портов, вернее ваших USB портов на вашем Smart TV Box, в частности Xiaomi Mi Box, это тем, кому не хватает. Ну и конечно же вы получите скорость подключения сети, ну как минимум 300 мегабит, если через USB 2.0. Хотя многие, наверное, будут жаловаться, что у меня сотка, но здесь проверяйте ваш кабель, который должен подходить к вашему адаптеру, должен быть как минимум 8-жильный с поддержкой этого самого гигабита, потому что очень простым языком бывают люди купят какой-нибудь дешевенький патчкорд и будут пытаться на нем получить гигабит, либо высокоскоростной интернет, при этом абсолютно не понимая, что это невозможно. На текущий момент у меня в этот адаптер подключено две мыши, одна аэромышь, другая простая мышь, и подключен жесткий диск плюс LAN RJ45 на 1000 мегабит. Все, у меня как бы претензий нет к этому делу. Единственное, что хочется получить, конечно же, какую-то максимальную скорость, например, подключив Yugus AM6+. То есть это вообще очень классный выход для того, чтобы расширить вашу приставку. Давайте переходим, попробуем на Yugus AM6+ это все дело протестить. Мы сейчас на Yugus AM6+, у нас вот, как мы видим, устройство сети подключено, поэтому можем приступать к тестам. Также у нас подключен сейчас жесткий диск, вот мы его видим. Но мне интересно, насколько будет сильно отличаться работа на USB 3.0, хотя я вангую, что мы ничего с вами супер-мега скоростного не получим, то есть это будет в районе 300 с чем-то мегабит. В принципе, как я и оказался прав, то есть на ТВ-боксах есть свое какое-то ограничение. 340 мегабит, это то, что я вижу. 341 на 100, ну, до 200. Это очень край хороший результат. Ребят, у меня к этому адаптеру претензий нет. Я считаю, что мы можем уже спокойно переходить и резюмировать данное видео. Переходим. А вывод у нас один. Мы конкретно рекомендуем этот CM266. Да-да-да, отличная штукенция. Это выбор канала Технозон для Smart TV боксов и компьютеров. Поэтому, если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребят.